Так, всем привет опять у меня в мастерской. Сегодня у меня... здесь не видать. Я уже весь его разобрал. Весь разобрал. На передний. Прима я уже такой делал. Вот он. Прима, хозяйка сказала, ему лет 17. И до меня его никто не трогал. Смотрите, сколько грязи. Ну, минус вот это вот. Тут просто вот такие были заклинившие куски грязи. Просто ахово. Примитивнейший оверлок. Система очень примитивная. Ничего тут особого нету. Она сказала, хозяйка сказала, что он типа не верложит. Нажимаю, гудит, крутит, а работать не работает. Здесь еще он нашел, ну это наша прима. Тут, короче, все настолько, ой-ой-ой. Вот в чем собака была порыта. Двигатель. Я крутанул за маховик, как обычно. Он достаточно туго идет, то есть это лишняя нагрузка на механизм. И вот. Вот здесь вот видите, да? От масла желтого корпус лопнул. И еще вот он лопнул корпус. Пипец. То есть это придется все космофеном клеить. Ну, я думаю, что я восстановлю. Я уже восстанавливал. Похуже были состояния. Вообще вот так корпус был по диагонали сломанный. Где-то, видать, стукнули. Но наш пластмасс 17 лет он не выдержал. Соответственно, что он раком загнулся. Натяжения нету. И не работает. Ну вот таким макаром. Грязь я всю собрал. Теперь надо его хорошо обильно смазать. Обильно смазать. Вон, даже видно, я кручу. А из-за того так туго идет, вот он аж это ходуном прыгает у меня на столе. То есть это не есть хорошо. Ну, сделаем и этот оверлочок. Послужит он еще хозяюшке. Ну, вот такой, короче, советский привет. Это уже, ну, российский, если где-то 2002, там, 3-й год. На двигателе тут никаких опознавательных знаков нету, чтобы понять. Нету, да. Нигде ничего. Ну, вот таким макаром занимаюсь теперь. Сейчас еще маленечко грязь уберу. Смажу его и соберу.